Помимо других экспертов, на церемонию клана Яо пришел Хунь Худзи из клана Хунь, притом без приглашения. Как на это отреагировал глава Яо Дань и старейшины? Неужели ему позволят участвовать? Для начала рассмотрим, кто же этот Хунь Худзи. Он принадлежит к клану Хунь, является семизвездным святым Доушеном и алхимиком 9 ранга. Он безжалостен, эгоистичен и жаден. Хунь Худзи когда-то был учеником Малой башни Пилюль, а также шпионом. Этот человек занимает чрезвычайно высокое положение в клане Хунь. Даже глава зала душ Хунь Мишен не может с ним сравниться по своему статусу. Хунь Худзи чрезвычайно важен для клана Хунь. Вероятно, именно он является вдохновителем зловещего плана по сбору такого количества душ. Как видим, клан Хунь послал такого необычного и весьма сильного эксперта на церемонию Яо. Как только увидел его, Яо Лао сказал: если мы сможем устранить его, это будет равносильно тому, что мы лишим клан Хунь одной руки. Сяо Янь вспыхнул жаждой убийства. Он слишком сильно желал уничтожить клан Хунь. Если бы ему представилась возможность, он хотел бы выяснить, сможет ли он убить этого Хунь Худзи. Однако ты не должен быть беспечным. Этот Хунь Худзи имеет большие достижения в приготовлении пилюль. В противном случае глава Малой башни Пилюль в прошлом не выбрал бы его своим учеником. Его алхимические навыки, скорее всего, уже достигли глубокого и непостижимого уровня, добавил Яо Лао. Сяо Янь кивнул. Он не смел недооценивать этого противника. Прозвучали голоса многих старейшин клана Яо. Хунь Худзи, почему он пришел? Наш клан Яо не приглашал его. Зал духов захватывает души на протяжении стольких лет. Они даже безжалостно атаковали алхимиков и похищали их души. Хунь Худзи определенно связан с этим. Мы не можем позволить такому человеку участвовать в медицинской церемонии нашего клана Яо. Появление Хунь Худзи сразу же вызвало бурную реакцию у старейшин клана Яо. Многие из них сурово закричали и яростными взглядами уставились на Хунь Худзи. Глава клана Яо Дань и старейшина Ваньхо переглянулись. Они не ожидали, что Хунь Худзи придет без приглашения. Клан Яо всегда поддерживал дистанцию с кланом Хунь. Этот древний клан был намного старше их, вызывая опасения и даже страх. Добавив сюда таинственное исчезновение клана Лин и клана Ши, клан Яо, клан Лей и клан Янь начали более осторожно относиться к кланам Хунь и Гу. Поэтому все испытывали недовольство, увидев, что Хунь Худзи пришел без приглашения. Похоже, друзья из клана Яо не рады мне, так гостей не приветствуют. Хунь Худзи ехидно рассмеялся, смотря на Яо Даня. Прозвучал голос Яо Ваньхо. Хунь Худзи, мой клан Яо не приглашал тебя. Более того, нынешний клан Хунь и клан Гу не имеют связей с другими древними кланами. Теперь к тебе отношение другое. Но Хунь Худзи ответил: это медицинская церемония соревнования между величайшими алхимиками континента. Меня также интересует положение лучшего алхимика на континенте, и я имею право участвовать. Может быть, вы отдадите мне титул победителя, и я прямо сейчас уйду. Слова Хунь Худзи сразу же вызвали ярость старейшин клана Яо. И тут наконец заговорил сам глава Яо Дань. Единственное, на что можно положиться, дабы получить этот титул, собственные навыки алхимика. Наш клан Яо не убивает собственных гостей. Пока ты будешь подчиняться правилам моего клана Яо, ты будешь оставаться гостем клана. В противном случае, даже если ты и главный алхимик клана Хунь, мне придется вмешаться и задержать тебя. Резкий убийственный умысел вспыхнул на лице Яо Даня, когда он говорил это. Окружающие старейшины клана Яо были поражены, когда услышали, что Яо Дань позволяет Хунь Худзи остаться. Медицинская церемония – самое грандиозное мероприятие нашего клана Яо. Мы не можем просто и без причины выгонять нашего гостя на глазах у стольких людей. Это приведет к тому, что другие подумают, будто наш клан Яо боится проиграть в алхимии. Хотя мы должны принять меры предосторожности, в настоящее время в этом царстве Яо собралось много сильных людей. Вряд ли кто-то осмелится совершить что-то опасное. Яо Дань отмахнулся от слов старейшин. Я сам буду внимательно наблюдать. Услышав приказ Яо Даня, остальные могли только кивнуть в ответ.
Хунь Худзи был доволен таким исходом и сел среди участников. Далее глаза Хунь Худзи переместились на Яо Лао. «Яо Чэнь, ты принял хорошего ученика. Несмотря на то, что я оставался глубоко внутри царства Хунь, имя твоего ученика даже у нас хорошо известно. Вот так поворот и встреча. Согласитесь». Еще Хунь Худзи был тем, кто был ответственен за спасение Яо Чэня в прошлом. Как так, спросите вы? Действительно, в прошлом талант Яо Лао привлек внимание Хунь Худзи. Он захотел, чтобы Яо Чэнь работал на клан Хунь, поэтому специально сохранил его душу еще тогда, когда тот был в плену. В противном случае душа Яо Лао давно была бы уничтожена. Выражение Яо Лао помрачнело, а Сяо Янь наоборот, казалось, никак не отреагировал. Однако, случайно взмахнув рукавом, Северный Король внезапно выстрелил вперед. Он в мгновение ока появился рядом с Хунь Худзи. Острый удар безжалостно обрушился в сторону Хунь Худзи, словно огромный клинок. Эта атака даже на мгновение поразила самого Хунь Худзи. Он не ожидал, что Сяо Янь окажется таким решительным. Сяо Янь не произнес ни слова, а просто атаковал. Но Хунь Худзи не был обычным человеком, он сразу отреагировал. Пространство вокруг него стало искажаться, и его фигура странным образом исчезла. В следующий миг он появился на другом стуле далеко позади. Удар Северного Короля превратил прежнее место в пыль. Марионетка безразличными глазами взглянула на Хунь Худзи, прежде чем вернуться к Сяо Яню и как статуя встать позади него. Сяо Янь держал в руке нефритовую чашку. Он сделал легкий глоток и внезапно рассмеялся. Холодные личности, которые предали своих учителей, должны держаться подальше от меня. Вот так момент. Какой великий Сяо Янь. Улыбка всплыла на лице Хунь Худзи, когда он сел на некотором расстоянии. Он пугающе улыбнулся. Когда он смотрел на Сяо Яня, пугающие энергетические колебания медленно распространились из его тела, заставляя многих старейшин из клана Яо вмешаться. Хунь Худзи, сегодня великая церемония нашего клана Яо. Бои запрещены. Те, кто нарушает правила, будут изгнаны из царства Яо. «Раз так сказал глава клана Яо Дань, я, естественно, послушаюсь», — ответил Хунь Худзи. Как интересно. Церемония еще не началась, а уже столько невероятных событий. Аура Хунь Худзи в тот же миг исчезла. Он промолчал, когда напал Сяо Янь. Вместо этого он решил не привлекать к себе внимания, чтобы не вызвать гнев главы Яо Даня. Глава Яо Дань медленно огляделся вокруг и раздался могучий голос. «Настало время! Пусть начнется церемония!» Самое интересное в этой ситуации заключается даже не в появлении Хунь Худзи, а в реакции самого клана Яо. Несмотря на все подозрения, ненависть и очевидную связь Хунь Худзи с темными делами клана Хунь, Яо Дань все же позволил ему остаться. Этим глава клана Яо показал уверенность в собственных силах и репутации своего клана. Если бы Хунь Худзи был изгнан без причины, это выглядело бы как признание страха перед его алхимическими способностями. Именно поэтому церемония Яо превратилась не только в соревнование алхимиков, но и в скрытое противостояние двух величайших сил континента. С одной стороны находились Сяо Янь и Яо Лао, имеющие глубокую вражду с кланом Хунь, а с другой – сам Хунь Худзи, один из самых опасных алхимиков своего поколения. Его появление ясно показало, что клан Хунь заинтересован в происходящем гораздо сильнее, чем хочет показать окружающим. А значит, за обычным алхимическим состязанием скрывается куда более серьезная цель и план. Теперь любой результат церемонии способен повлиять не только на судьбу участников, но и на будущий баланс сил между древними кланами. Да, ждем эти события. Напишите в комментариях, если вам тоже нравятся арки, связанные с алхимией, а не только обычные битвы Сяо Яня. Подписывайтесь, ставьте лайк и всем пока.